Представители знака зодиака Овен, Овны, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад. Неожиданности и сюрпризы августа 2024 года. Давайте узнаем, что же нас ждет, какие сюрпризы, ну и каковы неожиданности. В целом у нас сегодня две колоды, и первая колода – это у нас цыганский пасьянс. И как раз карты пасьянса с их рандомным показателем или с рандомным соответствием, выпавшим значением, нам могут показать те события где-то без эмоций. Но после мы добавим на колоде Таро, что это может означать или каким образом это вы можете чувствовать. Вот давайте узнаем сначала на колоде карт цыганского пасьянса, что же нам поведают карты. Каков он этот месяц, август, в неожиданностях и сюрпризах. В целом планетарно для вас хорошее время. Хотя август, он такой достаточно сложный. Его условно можно из-за планетарных транзитов поделить на две как будто половины. Но первая часть августа обещает быть очень, такой более, скажем, душевной. Итак, что же неожиданности и сюрпризы для знака зодиака Овен в августе 2024 года? Давайте узнаем. С чем это может быть связано? Я смотрю на значение выпавших карт, и вы тоже наблюдайте, потому что вдруг я что-то пропустила. Но тут уже я никак не пропущу. И вам выпадает подкова, это семейное счастье. Даже если вы один или одна, но счастье в паре или какие-то радостные известия в вашей семье. Это могут быть благоустройство дома или решение каких-то отчасти денежных вопросов. Это в целом благополучие, и вот оно у вас выпадает где-то с самого начала. Поэтому да, в начале месяца благоприятное время для себя решить какие-то важные вопросы, которые вам добавляют уверенности в первую очередь. Так, пока я не вижу, чтобы что-то совпало, идем дальше. Радостное событие. Совпал венок. Есть тревога какая-то. Вот мечи – это внутреннее состояние тревоги или какое-то внутреннее беспокойство по какому-то вопросу. Нам не говорят, что это конкретно. Это не то, что мы можем переложить на какие-то действия. Но может быть какой-то вопрос и не решается окончательно, или не совсем в том ключе, или вы можете раздумывать, получится, не получится ли у меня осуществить какое-то дело. Вот это, скорее всего, то, что карты могут характеризовать. А вообще, я бы сказала, посмотрите, у вас выпадает ключ. И это открытый путь, нет закрытых дверей. Мои дорогие овны, нет. И я могу сразу сказать, змея, например, не совпала. Поэтому нет каких-то злопыхателей, нет недоброжелателей. Или, иными словами, змея, или тех, кто пытается подставить вам подножку. И, кстати, в значении маска это тоже где-то скрытый враг. У вас это уже не совпадает. Поэтому вот эти тревоги, сомнения, они, скорее всего, напрасны. Не мучайте себя, могу сказать сразу. Какая-то радость и открытый путь, но тут наоборот. И, кстати, радость, да, и смотрите, венок совпал. Вот тут в одном квадрате. И рядом как раз открытый путь. Вы можете переживать по какому-то вопросу или вот эти сомнения, как мы сказали. Но, скорее всего, все решается положительно. Поэтому мрака какого-то, не нужно философии, себе не добавляйте в жизни, у вас все получится. Ну, конечно, все на 100%, наверное, у нас редко что получается. Будем реалистами, безусловно. Но в основном контексте, правда, открытый путь, значит, это уже какие-то возможности. Я смотрю дальше. Да, вот знаете, я вижу, выпадает еще месяц. Опять же, это где-то
выяснение отношений, тревога. Поэтому с кем-то у вас могла быть буквально ссора. Или какой-то вопрос у вас остается на повестке дня нерешенным. Какой-то вопрос вы не можете закрыть. Вот такое я могу предположить. Вроде бы есть открытый путь. Но, может быть, мои дорогие овны, есть еще и то, что вы, ну, каким-то образом не сумеете вот так продвинуть быстро в течение августа. Давайте мы с вами немножко раскроем неожиданности и сюрпризы. Чего это может касаться? И сначала неожиданности. Причем мы рассматриваем неожиданности, я имею в виду больше где-то знак минус. То есть то, чего мы не ожидаем, и вдруг, ну, сваливается нам на голову буквально. Что это может быть для овнов на август месяц? Какие события? Ну, деньги могут быть. Или, конечно, сами деньги. У кого-то просто нет этих неожиданностей, мои дорогие, правда? Но мы все же разные. И шестерка пентаклей в целом характеризует о том, что со стороны работы или заработков могут быть какие-то, ну, нюансы. Может быть, как ожидание денег, задержка денег, и вот отсюда сомнения у кого-то так. Для кого-то из вас вы хотите получить конкретную должность, но тоже вопрос не решается быстро, так как вам бы хотелось, и у вас вот это вот внутреннее состояние беспокойства. Для кого-то из вас, мои дорогие, вы одолжили деньги, а вам их не вернули. Вот, кстати, в неожиданностях запросто может быть. То есть есть какой-то денежный вопрос, и вообще к деньгам карта сразу советует подходить очень внимательно. Помни, рука дающего может стать рукой просящего. Может быть, это к вам кто-то обратится, одолжи мне денег. И по этой карте я не могу сказать, что она рекомендует кому-то одолжать или помогать. Мы можем сами себя обесточить. Вообще, это одна из лучших карт в колоде на деньги и на работу, поэтому я больше ее расцениваю, что это не какая-то неожиданность, которая, ну, стопорит все дела. Или когда мы не можем что-то просчитать, предугадать. Да, мы можем ошибиться, но тогда, увы, винить только самих себя. Но, знаете, могут открыться и какие-то новые возможности по части денег. Поэтому неоднозначно. Очень положительная карта, она сама по себе не говорит о каких-то, ну, неожиданностях со знаком минус. Она скорее будет говорить о том, что бонусы какие-то по деньгам, вот они как раз могут быть. Они могут, кстати, вот по этой карте, если у вас был какой-то, была тема финансовая, может быть, связана с недвижимостью, может быть, с получением денег, или когда вам нужно проплатить, например, какой-то кредит или необходимые платежи, и на данный период времени вы не располагаете нужной суммой, вам кто-то может прийти на помощь. Вот по этой карте хорошо как раз вам, если необходимо, то даже брать деньги в долг или оформлять кредит. Но это вы как бы кумулируете эти деньги, но вы их не распределяете, вы их не отдаете, понимаете? Вот именно момент вот этого значения для вас, чтобы не было неожиданностей. Сохраняйте свою финансовую стабильность, это в целом. Будьте внимательны. Неожиданности еще раз. У кого-то может быть буквально король кубков. Это помощь близкого человека, вашего партнера по браку. Но для кого-то это человек даже близкий или родственник, который может обратиться: одолжи мне денег, и так может быть. Или есть какие-то общие темы, может быть, отчасти связанные даже с наследством у кого-то. И такое я могу предположить. И, значит, в неожиданностях, ну, есть какая-то или еще какой-то вопрос, который так или иначе все равно сводится к финансам. И он будет связан либо с вашим ближайшим окружением, либо с родственниками. Или какие-то новости могут приходить, мои дорогие, именно от ближайшего родственника. Хотя, опять же, неоднозначно, у кого-то это будет помощь, а у кого-то это будут те деньги, которые вы одолжили, но они могут задерживаться. А что это будет? Давайте я достану еще одну карту. Ваши действия, вот как совет. Карта колесница. Не оглядывайся назад. По идее, это карта движения. Вы знаете, тут может быть какая-то банальная ситуация, связанная с какой-то поездкой, для того, чтобы решить денежный вопрос или вопрос по части недвижимости. У кого-то банально: мне нужно поменять авто.
Автомобиль, потому что, ну, по разным причинам. Или провести срочно какой-то ремонт. Могут и к вам обратиться. Но все же это старший аркан, и это сами по себе перемены. Поэтому для кого-то из вас какая-то или новая работа, новые способы заработка, или теперь к вам деньги будут приходить, ну, как-то по-другому. Меняется сама концепция финансовая ваша, и это тоже может быть. Или, мои дорогие, это связано с вашим супругом или с вашим партнером, с кем вы вместе проживаете. У него, может быть, тоже что-то меняется по части работы и как вариант заработка. Для кого-то из вас это сама по себе смена вашей деятельности. И нужно, возможно, ну, как подождать, пока определиться, ну, каким образом вы будете получать в последующем деньги. Вот есть перемены, которые так или иначе касаются вашего финансового состояния, поэтому будьте внимательны. Но все же карта нам говорит о чем? Не оглядывайся назад. Значит, какие-то перемены совершенно необходимы. Что-то как по раскладу высших сил. Давайте мы посмотрим, а что же за сюрпризы, мои дорогие овны. Но с финансами нам сказали, будь внимателен. Хотя карта благополучия, любые вопросы вы сумеете решить для себя положительно. Может быть, во вторую половину месяца где-то и будут вот эти тревоги, сомнения. Или вот если мы говорим, ключ выпал, да, открытый путь. Иногда эта карта говорит о дальней дороге. С учетом карты колесницы, правда? У кого-то может проигрываться переезд. Ну, переезд он всегда... такие три волнения, не просто волнения, а когда очень много пунктов нашей жизни нам нужно одновременно и предусмотреть, и согласовать, ну и где-то надеяться самим на себя, правда, быть внимательными. Итак, каковы же сюрпризы? Это то, что со знаком плюс, мои дорогие овны. Как видят карты, карта Луна. Буквально помогают какие-то неопределенности. Может быть, если было что-то определено, от чего-то вы бы и отказались. А здесь вы больше будете в тех энергиях, по крайней мере, во вторую половину августа, это точно, когда вы будете действовать на самосохранение. По этой карте мы собой не рискуем. И вот эти энергии вам помогают. У вас будет лучше работать интуиция. Это вам тоже помогает. Просчитать на пару шагов вперед. И где-то даже, если это мы про финансовые дела, то тут тоже себя не обесточить буквально в плане финансов. Для кого-то из вас по карте Луна мы ищем убежище. Меня смотрят люди из разных стран, и вы его находите. Это может быть место какого-то временного пребывания, и вам оно будет помогать. Значит, каким-то образом, мои дорогие овны, даже я могу предположить, у каждого свои какие-то, ну, такие могут быть американские горки, хотя нам об этом не сказали карты пасьянса, но все же жизнь наша, она идет в своих канонах, и у каждого по-своему, поэтому даже какая-то турбулентность вы все равно найдете, вот как или место безопасности, или какую-то помощь, или для себя вы сумеете просчитать на пару шагов вперед, и все равно какой-то бонус вы получаете. Все равно какая-то стабильность, даже в самой непонятной ситуации, она у вас будет, мои дорогие. Каковы же сюрпризы? Может, кстати, карта говорить о том, что ты должен увидеть иррационально или поступать как-то не так, как всегда. По аркану Луна мы всегда себе бережем. Имейте в виду, иногда эта карта говорит, будь внимателен. Но это имеется в виду буквально, чтобы не оступиться. И это где-то как концепция профилактика травматизма. Вот правда скажу, потому что Овен часто действует на импульсе. Или карта нам где-то говорит с учетом вот этих вот, не нужно этой внутренней какой-то философии, ты можешь замечтаться или не увидеть, ну, буквально какого-то барьера, какую-то преграду, потому что ты ушел в свои мысли. Или ты слишком самоуверен, или ты где-то, хотя это не очень вам свойственно, но вы тоже все разные, это где-то ты витаешь в облаках. Поэтому быть реалистом определенно стоит. Что же вам еще буквально помогает? Каковы сюрпризы? Ну, не совсем тут про сюрприз. Девятка мечей. Это вот как раз эти мечи вместе вот с этим месяцем. Это карта внутренних сомнений, внутренних страхов.
или когда вы не видите какой-то реальности. Вот все то, что я только что говорила по аркану Луна. Поэтому будьте реалистом. Ведь девушка нам показанная на карте, абсолютно на всех картах, Таро, девятка мечей, либо глаза закрыты, либо глаза завязаны, а нужно, чтобы они были открыты, чтобы вы видели реальность, мои дорогие, и все контролировали. Поэтому здесь могут быть любые сюрпризы, если вы чего-то буквально не видите. Держите глаза открытыми. И тогда даже какой-то альтернативный момент вы сумеете рассмотреть. И вовремя предпринять что-то важное, что это может быть. Вот по рыцарю жезлов это ведь ваша энергетика. Будь готов к неожиданностям, нам буквально так говорят. И я должна сказать, по рыцарю жезлов ему нравится этот драйв. Ему все что угодно, лишь бы не было какой-то паузы, или не было стопора, или не было, знаете, как какой-то заминки, которая оставляет вас в неизвестности и не дает двигаться вперед. Вот для рыцаря вот это самое движение или драйв, оно очень важно. И поэтому в сюрпризах, может быть, смотрите, будет какая-то поначалу заминка, что-то вы не можете осуществить. И у кого-то с учетом карты ключа, значения ключа, вы куда-то собираетесь поехать. И здесь может, как сюрприз, может быть во второй половине августа или для кого-то даже в первой, измениться кардинальным образом ситуация, когда этот путь у вас все-таки откроется. Поэтому если вы сомневаетесь по поводу поездки, не сомневайтесь. Но она у вас может совершиться в каком-то другом ключе. Или вы можете поехать в другое место. Или, может быть, вы поедете в то место, которое вы намеревались ехать, но через другую границу, например. Вот я такое могу предположить. Или каким-то другим путем вы будете попадать в то место или пункт назначения, куда вы планируете. Здесь может что-то меняться. Может быть и так, что собирались ехать вы, а приедет человек к вам, и вы будете на берегу решать какие-то уже вопросы. Вот здесь драйв абсолютно точно, или движение, или открытый путь какой-то будет. Давайте мы спросим все же карту совет. Не совсем однозначно. Вот именно по нижнему триплету, последнему, по триплету карт Таро, карта совет. Как, в каких энергиях быть Овну, что принять во внимание? Будьте прагматиком. Здесь может быть человек, конкретно король Пентаклей, может быть человек, который рожден под знаком зодиака стихии Земли, Телец, Дева, Козерог, и если таковой у вас имеется, прислушивайтесь к его советам. Где-то он говорит толковые вещи. Он говорит, и где-то мы говорим про Пентакли, ну, немного перекладывайте на себя, чтобы самому быть вот этим отчасти консерватором. Вам будет этот консерватизм помогать. И правда, в сложные периоды жизни, когда у нас есть какая-то заначка, может быть, буквально финансовая, нам это будет помогать. Когда мы видим реальность таковой, какая она есть, нам это тоже где-то помогает. И когда мы можем наш план постоянно как и корректировать, так и предусматривать на пару шагов вперед. Я уже об этом не один раз сказала. Вот такие энергии, когда вам самим нужно быть отчасти таким консерватором, мои дорогие овны. Нужно, видимо, в августе быть прагматиком, верить своим глазам, понимаете, и предусматривать, что в любой момент обстоятельства могут измениться. Но, в принципе, вы отстраиваете благополучие в каком-то, может быть, совершенно в новом ключе, или в новом месте, в новой должности, или, ну, с новыми какими-то возможностями в плане финансов. Перекладывайте на себя, мои дорогие овны, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.